Ну что, ребят, всем привет! 1 января 2024 года. Вот мы вошли в этот год. И я сейчас иду на море. Мои еще все спят. Моги салмибит, мадлабели вар, ром, гагвицетта нам шромлоба. Я поприветствовала вас на грузинском языке. 4 года в Грузии. Хочу вас всех поздравить. Гилацафт Ахалцелс с Новым годом по-грузински. Угермеси Мадлоба и глубочайший низкий поклон этой стране. И я сейчас иду купаться. Присоединяйтесь. 1 января, плюс 12 градусов. Обожаю это место. Всегда здесь купаюсь. Смотрите, люди гуляют. В общем, я сейчас пойду вон туда, наверное, чтобы здесь никого не смущать. Парочки сидят. Вот. И сейчас шла по набережной. С дома вышла и смотрю, новая будка стоит. Прям новенькая будочка с одеялком, завернутым в целлофановый пакет беленьким для собачки. И я вот подумала, что очень хочется уже быстрее, чтобы закончилась война. Это последняя, уже 3-й год мое желание, чтобы у всех был свой дом. Потому что я все время не могу не повторять эту фразу, что мы не деревья, и мы можем перемещаться. Я нашла свой дом здесь, в Сакартвело, и искренне вам желаю, чтобы у вас у всех тоже был свой дом. В общем, у нас сегодня так солнечно. И вот здесь я сейчас пойду и скупнусь. Смотрите, солнышко. Классно, ну все, с обновлением в 2024 году и с новыми намерениями. Ой, ну все, ребятушки, слушайте, такое сразу чувство прекрасного, и жить хорошо, и жизнь хороша. В общем, поздравляю вас всех с наступившим уже Новым годом, с новыми намерениями. Сейчас вот я достала свою книгу желаний, процент выполнения 100%, еще который я привезла из Владивостока, ей уже, наверное, не знаю сколько, лет 15 этой книги желаний, и очень многое из нее сбылось, поэтому всегда в новом году планируйте. Это очень классный навык планировать свою жизнь. Вот однажды я спланировала свою жизнь и захотела эмигрировать из России в 2014 году. И на моем канале вот уже 4 года я рассказываю о своем пути, делюсь своей эмиграцией. Уже на канале больше 1400 роликов я наснимала, поэтому кому интересна история иммигрантки с 2 детьми, которая решила поменять место жительства и за 4 года ни разу об этом не пожалела, я выбрала Грузию. И хочу сказать, что мы можем перемещаться в этом пространстве, на этой планете, встречаться с новыми людьми, познавать что-то новое, узнавать культуры разных стран, традиции. Поэтому путешествуйте. И если у вас есть желание, я могу вам в этом помочь. Своим контентом, своим настроем по жизни. Поэтому подписывайтесь на канал и делитесь, потому что я делюсь своей любовью к этому миру, и вы можете тоже поделиться моим контентом. Я буду вам за это безмерно благодарна. И вот уже за 4 года ТикТок я начала вести здесь, в Грузии, и буквально недавно, можно сказать, 35 тысяч подписчиков у нас уже в ТикТоке. Обязательно подписывайтесь, кто есть в ТикТоке, приглашаем вас, у нас там очень весело. YouTube 32 тысячи подписчиков уже, Инстаграм, это уже не маленькая аудитория. Спасибо вам еще раз огромное за ваши теплые комментарии, я всегда их читаю. В общем, кайфую от этой жизни сейчас, но так было не всегда. Когда-то я еще буквально там до переезда в Грузию я
была не такая счастливая. И в один прекрасный день я просто поняла, что не надо страдать. Жизнь очень короткая, чтобы тратить ее на какие-то переживания и страдания. Можно просто решить, что ты будешь наслаждаться в каждом дне. Сделать такое намерение, прописать его. Я это делала неоднократно. И не просто помечтала и легла. Естественно, мы должны предпринимать какие-то шаги. Начинайте с маленьких шагов. Вот я начала сначала с маленьких шагов, и это было изменение своего сознания, что я хочу быть счастливой, и я ей стала, и вам это искренне желаю. Я нашла здесь свою любовь в Грузии. Все время повторяю о том, что я сначала полюбила эту страну, а потом полюбила грузина. Муж у меня грузин, родом из Абхазии. Когда была война, они всей семьей переехали в Москву. В общем, вся наша история нашего знакомства на канале. Очень много роликов. Чувства не обманули меня. Я всегда знал, что мы встретимся. Вот. И еще в этом ролике я хочу поделиться и поблагодарить, опять же, своих подписчиков. Сейчас я являюсь такой какой-то платформой и связующим звеном между людьми, которые здесь проживают, грузинами, которые хотят продать сейчас свои земельные участки, недвижимость. Вот, и я могу связывать. Поэтому, если вы смотрите мой ролик, может быть, случайно попали на канал, что-то вас зацепило и думаете о приобретении земельных участков, вот можете ко мне обращаться, потому что ко мне часто очень обращаются люди, и я могу просто связать. И хочу поздравить Бориса и Ольгу, это мои давние подписчики, мы неоднократно встречались здесь, в Батуми, у них вот здесь вот в Орби-Сити апартаменты. И Борис недавно мне скинул ролик, мы сначала хотели записать с ним совместный ролик про его земельный участок, но потом решили так, что сам хозяин расскажет намного лучше о достоинствах этого участка и почему он принял такое решение продавать. Посмотрите, пожалуйста, я сейчас его вставлю в этот ролик, и если кто-то думает о Грузии, может быть, кто-то хочет сюда переехать, если вы думаете что-то поменять в своей жизни, либо вы любите Грузию так же, как люблю ее я, и хотите приобрести здесь недвижимость или земельный участок и построить дом, вот у меня в этом году с Вахтангом прям такое намерение и желание, которое я прописала уже в свою книгу желаний, процент выполнения 100%, мы очень хотим приобрести тоже земельный участок. И сейчас вот думаем над этим, как это у нас в этом году получится. Мы хотим купить землю и дом построить. Вот поэтому пожелайте нам удачи. На этот Новый год к нам приехала дочка Вахтанга, 14 лет, Марьяна, мы ее здесь встретили. Вот, и очень хочется уже жить на земле, чтобы приезжали дети. А я думаю, что уже в скором времени уже и внуки у нас будут. У Вахтанга 2 детей, у меня еще, правда, маленькие, 14 и 8 лет дочери. И вот 4 года назад я приехала сюда одна с 2 детками. 10 лет было Матвею и 4 годика было Милане. Можете спуститься вниз и посмотреть, какие они были смешные. Вот. И какая я была, я тоже очень сильно поменялась за эти 4 года. Но я довольна своим изменением. Сделала пластическую операцию в Турции. Сейчас очень много обращаются ко мне за помощью. И тоже у меня есть партнер Юля. На канале есть подкаст про медицину в Турции. Вот. И мы отправляем людей, причем не только с Грузии, а из Европы, из Америки даже люди звонят, приезжают и записываются на консультацию, потому что медицина в Турции за последние 10 лет очень сильно развилась. Вот, поэтому я довольна своим врачом. Пластическая операция, вот уже практически в феврале будет год, как я ее сделала. Можете посмотреть тоже на канале, девочки, кому интересно. Да и не только девочки, мальчики. Сейчас очень востребованы в Турции такие операции, как пересадка волос. Вот, разные операции на глаза, в общем, разные всякие медицинские обследования. Мы обследовали там Вахтанга, когда у него была тоже остановка сердца. На канале тоже, кстати, есть ролик об этом. В общем, много произошло за эти 4 года.
Но все эти события, я считаю, в моей жизни, они очень хорошие. И я вам этого искренне желаю, чтобы в вашей жизни происходили только хорошие события. Вот. И успевайте жить, ребят. Каждый день прям наслаждайтесь. Вот я сейчас сижу и наслаждаюсь. Наслаждаюсь этим городом, наслаждаюсь морем, наслаждаюсь этим климатом, теплой такой погодой. И я прям мечтала, я простраивала в своей голове эту мечту, что я хочу никуда не спешить. Как про грузин говорят, что они как итальянцы никуда не спешат. И пришли в этот мир уже уставшими, чтобы отдыхать. Вот и я к этому хотела прийти. 42 года я поняла, что я всю жизнь бежала, как белка в колесе. И вот мне захотелось просто выдохнуть, и Грузия дала мне такую возможность. Так что Сакартвелас гаумарджос. Благодарю грузин, благодарю Картвела, благодарю Сакартвела за это спокойствие моей души, и что здесь я нашла эту реанимацию. Вот, так что за 4 года можете проследить, как у меня это получилось. Подписывайтесь на канал. Ролик я вставлю сейчас с земельным участком Бориса. В общем, смотрите, пишите. Под каждым роликом у нас написаны наши телефоны с Вахтангом. Мы очень открытые, всегда по возможности встречаемся с подписчиками, дружим. У нас есть апартаменты в Орби-Сити в управлении. Собственники часто к нам обращаются. Вахтанг занимается управлением апартаментов. Поэтому, если вы хотите приехать в отпуск, если вы просто хотите попутешествовать, либо хотите эмигрировать, вы можете смело к нам обращаться, и мы вам все расскажем, покажем. Все, что мы знаем, мы с вами поделимся. Так что всего вам доброго. Любви вам в сердце, осознанности в уме и правильности в поступках. И пускай будет мир. Мир на всей планете. В общем, ребят, еще хочу вам рассказать, как мы отметили Новый год. Вставлю сюда тоже в ролик. Мы исправляли, решили все-таки остаться дома, потому что детей куча, у нас большая терраса. Может быть, видели уже 75 квадратных метров, и мы там накрыли стол, потому что у нас тепло. Вот видите, я сейчас сижу, искупалась, мне вообще совершенно не холодно, прям кайфово. Мы праздновали на террасе, накрыли красиво стол, у нас украшено все было, пришли друзья. И в 12, где-то в 11 мы пошли на елку, и я первый раз вообще в Грузии увидела столько людей на площади Европы. Просто приехало, я не знаю, 20 тысяч человек, наверное, на Новый год из Турции. Очень много было арабов, Армения. В общем, у нас забит весь Орби, все отели забиты, много очень врачей. Вот с Трабзона приехала даже сюда прям компаниями отдыхать. Поэтому город сейчас переполнен. Даже вот сейчас я шла по пляжу и вижу, что очень много турецких граждан, граждан Турции. Так что приезжайте к нам, будем рады вас увидеть здесь и все рассказать. Сказать, в какие рестораны сходить, где вкусно покушать грузинскую кухню национальную. Вот. Где остановиться, вы можете к нам обращаться, к Вахтангу напрямую, писать ему на WhatsApp, и он вам все расскажет. Какие апартаменты у нас на канале, есть ролики с нашими апартаментами. Вот сейчас, какие там в декабре были цены, сейчас от $30 в сутки у нас. Ну, зависит от класса апартаментов. У нас есть разные этажи, видовые, есть на море, вот так вот, с таким вот видом потрясающим, есть на горы, на город. Поэтому пишите Вахтангу, и мы вас встретим, у нас есть трансфер, и все вам обязательно расскажем. Добрый день, господа! Сегодня я хочу поделиться с вами нашим опытом по поиску хорошего места для строительства дома на Черноморском побережье Грузии. Мы сейчас находимся в поселке Уреки, который уникален тем, что здесь пляж – это черный магнитный песок, который очень целебный и особенно показан, рекомендуется, когда есть проблемы с суставами, когда есть проблемы с сердечные какие-то заболевания.
и когда есть проблемы по диабету. Значит, этот песок находится только здесь, в этом поселке, и рядом в поселке Шекветхили. История его такова, что по границе этих двух поселков горными речками наносило сюда столетиями этот черный, благодатный, очень лечебный песок. И получилось так, что кругом везде галька, везде обычное море, а тут вот такое вот чудо. Кстати, здесь вода значительно не имеет ту глубину, тут можно полчаса идти и будешь по пояс. Поэтому это место очень любят приезжать сюда с детьми, для них, им очень здесь нравится. В 10 километрах отсюда городок Кабулети, второй по размеру в Аджарии после Батуми. И там уже совершенно другое море. Там галечное покрытие, глубина моря значительно больше, чем в Уреки. И такое ощущение, что когда выходишь с того объекта, о котором будем рассказывать, куда поехать? На море с черным песком, неглубоким, или на обычное море с галечным покрытием. В общем, получается, что мы расположены на стыке двух морей. Мы представляем вам земельный участок, который выставляется на продажу, 2600 квадратных метров. Он выведен из сельхоз в несельхоз назначение, что означает, что любой человек из разных стран может приобрести его по законодательству Грузии, что очень важно. И здесь сделан проект на 2 дома. Один, значит, жилой, 200 квадратных метров, и второй небольшой отель на 8 мест, что очень здесь актуально. Очень любят приезжать экотуристы, увидеть, наконец, как выращивают экологически чистые, без удобрений овощи и фрукты. Что касается дома, мы сейчас пройдем он двухэтажный. Он двухэтажный, и мы сейчас подойдем поближе туда, и я объясню концепцию дома. Отсюда единственное, мне бы хотелось обратить внимание, что вот этот железобетонный каркас, он очень из прочного бетона, и пояс бетонный сверху сделанный придает дополнительную прочность всей конструкции. А сейчас пойдемте на этаж, я там расскажу какие-то моменты, связанные с домом. Мы сейчас находимся на 2-м этаже. Это так называемый хозяйский этаж. Здесь порядка 150 квадратных метров. Планировка здесь может быть по желанию самого человека. 2 спальни, 3 спальни. То есть тут фантазии, и все зависит от потребностей семьи, которая будет здесь проживать. Вот эту часть дома, в связи с тем, что отсюда очень шикарный вид на горы, на окрестности. Кстати, обратите внимание, насколько далеко здесь дома друг от друга, они впритык, и какая здесь красота. Вот это наш чемпион каштан, который приносит в год порядка 200 килограмм. Вообще здесь растет лимоны, апельсины, мандарины, фейхоа, фурма, сливы, фундук. Концепция этого дома такова, что если на
первом этаже полностью хозяйский, то как же без гостей? И если приезжают гости, для них специально запланировано 2 помещения, где-то метров по 20 они, с отдельным входом у каждого, где у них будет свой душ, туалет, телевизор, все, что нужно для проживания. Они могут, так сказать, отдыхать здесь, не беспокоя хозяев, гулять по саду, ездить на море. А когда их позовут наверх, пойдут в гости к хозяевам. То есть вот этот вот этаж, эта часть, то же самое планируется здесь. Полностью открытое пространство стеклопакетов. Стены здесь, почему мы пока не делали, потому что каждый человек потом скажет: я бы здесь окно сделал, я бы повыше, я бы поменьше. Здесь все делается из вот таких вот блоков. Заводик прямо здесь рядом, около Уреки. И, в принципе, хорошие 2 мастера, они стены бы здесь могли выложить за 2 недели. Что касается стеклопакетов, их предварительно, если заказываешь, за 2 дня они потом спокойно устанавливаются здесь. Значит, вы посмотрите, какое качество перекрытий. Бетон здесь очень хороший, крепкий, все это проверялось. Вот. А вот эта часть, которая находится вот сзади, здесь может быть столько фантазий по поводу использования этого объема. В прошлом году мы здесь подсадили еще 10 кустов мандарин. Это специальный сорт, покупали в Чакве, он низкорослый. И видите, в этом году уже плодоносит. Даже в старых деревьях пока зеленые плоды, а здесь вот такие очаровашки. Это мандариновое дерево. В ноябре будет, ближе к Новому году, уже спелым. Это лимоны, а это красавица фейхоа. Это тоже мандарины, а там ниже лимоны и апельсины. Следует отметить, что на этом доме профессионально уже сделана канализация, сделан водопровод. Внизу там построена специальная емкость бетонная, где собирается родниковая вода, и насосом будет подаваться сюда. И здесь будет установлен 5-тонный резервуар, который с избытком подаст воду для всех желающих в этом доме. Электричество уже заведено, счетчик прямо перед вами. Кровля сделана, перекрытие сделано. Где-то на 60%, 65% мы считаем, что дом уже основное сделан. Остальное по своему вкусу может сделать новый человек. На этот дом и на отель, который планировался здесь и планируется, получены разрешения. И вперед, как говорится, новым хозяевам. Участок наш находится немножко на возвышении. Где-то в 2 километрах от него внизу находится станция железнодорожная Уреки, на которой, кстати, только там и в Кабулете останавливается поезд, который идет из Тбилиси до Батуми. Там же находятся ресторанчики, магазины с продуктами питания, рыбный рынок. Что еще, кто наши соседи и что находится рядом? Мы сейчас находимся рядом с концертным залом, одним из лучших в Грузии, куда приезжают лучшие певцы со всего мира. А слева от него находится парк музыкантов, так называемый. Здесь же находится недалеко, мы там сейчас покажем вам, дендрологический парк,
который построил бывший премьер-министр Грузии, самый богатый человек в Грузии, у которого тоже здесь находится его летняя резиденция. Мы выбрали это место, потому что Медина старается здесь все очень благоустраивать. Здесь еще есть два парка. Парк развлечений для детей и отдельно парк миниатюр, который мы покажем. Но в основном мы дадим вам ссылки, где можно будет об этих объектах более подробно посмотреть. Кстати, здесь же, в Шикветили, Медина Иванишвили построил шикарный отель «Параграф» 5+, который является одним из лучших в Европе. И я всем рекомендую, мы там дадим ссылки, повнимательнее посмотреть, это стоит того. Хочу показать еще добрых наших соседей. Во-первых, шикарный парк развлечений за мной, а здесь парк миниатюр, на котором в миниатюре представлены все памятники архитектуры Грузии. И последнее, что хотелось бы сказать, расстояние от нашего объекта до Батуми составляет 45 километров. На машине мы ехали где-то порядка 35 минут по автобану. Дорога очень хорошая. От объекта до Уреки это где-то 2 километра. До дендрологического парка 7 километров. До Кабулети 10-12 километров. То есть все, в принципе, рядом. Мы сейчас находимся тоже в Шикветили, по соседству с нами. Это дендрологический парк, который был открыт в 2020 году. Здесь на очень большой территории высажены уникальные деревья. Очень много разных птиц, зверей. И мы обязательно сделаем ссылку вам, чтобы вы подробно могли познакомиться с этим парком. После того, как мы побывали и в Уреке, и в Кабулете, у нас, мы когда вот отбирали место для строительства, сложилось такое впечатление, что на стыке вот этих двух города и поселка, значит, получается так, что как бы два моря. Море одно, но как бы одно с черным песком, второе галька. Здесь глубоко, здесь, так сказать, низко и так далее. Поэтому возникло огромное желание именно на этом месте построить дом. И как бы мы чувствовали себя как будто как дом у двух морей. Поэтому в заглавии это и обозначено. Значит, всегда в конце возникает вопрос, сколько же все это стоит? Вообще земля в Грузии стоит очень дорого. И здесь 2600 квадратных метров у нас основная цена – это цена земли. Тем более она переведена из сельхоз в несельхоз. На это ушло 1,5 года и немалые средства. Значит, сделаны полностью коммуникации. Вот. И стоит это где-то порядка 130 тысяч долларов. Квадратный метр получается $50 за квадратный метр. Здесь, в Грузии, такая земля это очень средняя цена. Что касается постройки, которая сделана, это где-то порядка 60 тысяч долларов. В сумме получается 190 тысяч долларов. Могут спросить, если это в таком сказочном месте, такой хороший дом, сад, участок хороший, то почему вы продаете его? Дело в том, что когда мне было 75, я физически значительно лучше себя чувствовал. Мне сейчас 77. Каждый год напоминает мне о том, что я могу не справиться с этим объектом. Поэтому хотелось бы его передать в хорошие руки. Кто любит, чтобы у него был сад, свежий воздух. Почему нельзя, мы не хотели прямо на побережье? Потому что мы все проанализировали, проехали и Кабулети, и Шикветили, и Уреки. С мая по октябрь там
можно отдохнуть неделю-другую, но находиться там невозможно, потому что музыка из ресторанов и кафе практически до утра очень не дает спать. Поэтому мы выбрали в отдалении немножко, где тишина, покой и здоровье, где у соседей можно за очень низкую цену купить свежайшее молоко, сыр, и мацони, и другие молочные и мясные продукты. Мы бы хотели, чтобы люди, которые придут и купят это, любили это место, любили ухаживать за своим садом, и мы бы были рады, чтобы у них всегда по жизни была только удача и здоровье, естественно. У меня все. Подписывайтесь на канал, шерьте, не забывайте ставить лайки. Шерьте обязательно.